Друзья, всем привет, с вами Олег и канал StableDiff. Сегодня вы познакомитесь с новой техникой FaceSwap для переноса лиц. На данный момент это самое продвинутое решение, лучше может быть только обучение FluxLore. Я собрал продвинутую схему Ace++ Portrait, которой я сегодня с вами поделюсь. Что за технология Ace++ Portrait? Это специально обученная лора, настроенная на перенос лиц с парных изображений. То есть в режиме InPaint на вход подается тандемное изображение и тандемная маска. Генерация идет на модели FluxFill с подключенной LoRa Portrait. В итоге лицо с первой половины изображения переносится на лицо, которое находится на второй половине этого изображения. Разработчиком этой технологии является AliVlab, это дочерняя компания Alibaba, которая занимается искусственным интеллектом. Такие разработки для этой компании нужны для торговых площадок. Также есть LoRa для переноса объектов и одежды. Позже я с вами обязательно поделюсь и другими схемами с переносом объектов, с переносом одежды. Если вам интересен веб-интерфейс Automatic Forge Conf UI, вы хотите знать больше, то для вас у меня есть последовательные системные курсы по этим веб-интерфейсам с моей поддержкой и с еженедельными стримами. Курс по Conf UI поддерживается и обновляется, а на стримах я выкладываю много разных схем. Более подробную информацию вы можете найти на сайте stablediff.ru, ссылка будет в описании под этим видео, там же есть контакт администратора. Если у вас останутся какие-то вопросы, обязательно их задавайте. Всех жду на курсе, а теперь давайте продолжать. Если у вас еще нет установленного Conf UI, то установите мою портабельную настроенную сборку Conf UI. Все, что вам нужно сделать, это распаковать ее и закинуть нужные для этой схемы модели. Подробное видео по установке моей настроенной сборки вы найдете в этом видео, которое вы сейчас видите на экране. Эта сборка и видео к этой сборке, соответственно, доступны для всех бесплатно. Ссылка будет на эту сборку в описании под этим видео. Для работы с этой сборкой вам понадобятся модели FluxFill, ClipL, T5, FluxWire, LoRa Portrait. Давайте я вам покажу, куда эти модели следует поместить. А также ссылки и более подробную инструкцию вы найдете, как всегда, на Boosty. Итак, открываем корневую папку Conf UI, заходим в папку Conf UI, в папку Models, и здесь находим папку Diffusion Models. Заходим в нее, и здесь вы можете создать, например, дополнительную папку Flux, или просто сюда закинуть модель FluxFill FP8. Далее возвращаемся немножко назад и находим здесь папку Clip. Сюда помещаем модель ClipL, и сюда же помещаем модель T5. Я предлагаю выбрать модель T5Q4, формат GUF, она меньше видеопамяти занимает. И по качеству, в принципе, результат дает очень похожий с моделью FP8. Далее возвращаемся опять назад и выбираем здесь папку VAE. Заходим в эту папку и сюда помещаем модель FluxVAE. Теперь возвращаемся на одну папку назад, находим здесь папку LoRa's. Чуть выше она, вот здесь вот. Заходим в нее и можем здесь создать, как я, например, папку Ace, потому что есть некоторый уже набор моделей LoRa для Ace++. Поэтому я создал такую отдельную папку, заходим, помещаем модель Portrait. Для этой схемы вам нужна будет только одна модель Portrait, вот такая вот. И все, больше здесь делать ничего не нужно. Возвращаемся обратно в корневую папку и запускаем Conf UI файлом run_nvidia_gpu.bat. Дважды щелкаем и запускаем. Теперь на Boosty вы сможете скачать вот такой вот workflow в формате PNG. Смотрите, это просто на вид как будто картинка. Если мы по ней дважды щелкаем, то у нас открывается вот такая картинка. Но это не просто картинка, с которой нужно собирать вручную эту схему. Вы можете эту картинку закинуть в рабочее пространство Conf UI, и у вас в итоге появится вот такая вот схема. То есть это не просто картинка, это именно схема. Внутри нее находится схема, потому что очень часто вопросы на Boosty задают, а где схема, приходится собирать вручную. И я вот каждому отвечаю, что внутри есть схема. То есть внутри этого PNG есть схема. Почему именно PNG, а не формат JSON? Потому что вы можете раскрыть эту картинку и посмотреть настройки. То есть здесь есть определенные настройки. Возможно, у вас что-то будет выставлено не так, что-то не будет получаться. А здесь вы можете наглядно посмотреть уже рабочую схему, которая, в общем-то, отработала, да, и конечный результат показывает. То есть это просто удобнее для тех, кто хочет, может быть, вернуть какие-то настройки, их вспомнить. То есть это просто для удобства сделано. Поэтому закидываем эту схему в рабочее пространство, отпускаем клавишу мыши, и у нас в итоге
Вот такая вот схема получается. Естественно, у вас будут, наверное, красные узлы, которые необходимо установить. Поэтому нажимаем вот здесь по менеджеру. У вас открывается менеджер. Если вы установите мою сборку ConfUI и у вас нету менеджера, то вы просто не установили гид. Обязательно установите гид, и у вас этот менеджер обязательно появится. Нажимаем здесь Install Missing Custom Nodes, и у нас будут те узлы здесь отображаться, которые у вас не установлены, которые у вас как раз таки красные. Нажимаем здесь вот этот вот квадратик, выбираем все вот эти узлы. Здесь у вас появится кнопка Install, нажимаем по этой кнопке, дожидаемся установки всех узлов. И после того, как у вас появится здесь красная кнопка Restart, нажимаем Restart и дожидаемся перезагрузки ConfUI и установки всех необходимых узлов. После того, как у вас все эти узлы установятся, ConfUI перезагрузится, у вас будет уже вот такая нормальная схема без красных узлов. Все вот эти вот манипуляции я как раз таки делаю на своей сборке, поэтому у вас все должно быть нормально. В этой сборке все необходимые библиотеки уже установлены и все настроено, и поэтому, по идее, все должно установиться нормально. Если у вас не работает анимация, как у меня, вот, например, вот таких вещателей, то зайдите вот сюда вот в настройки Settings, найдите здесь AE. И здесь вам нужно будет Show Link просто выбрать, например, Selected and Mouse Over Nodes. То есть, когда вы мышь наводите на эти узлы, у вас тоже отображаются эти вещания. Или просто вы выбираете, например, какой-то из этих узлов, видите. То есть это просто анимация, показывающая, куда этот вещатель вещает свои параметры. Следующий момент, который вам обязательно нужно сделать, это выбрать здесь модели. Если вы здесь видите уже выбранную модель, это не означает, что она выбрана правильно, потому что у меня свои пути, свои папки, а у вас свои. Поэтому нажимаем по необходимой модели и ее заново выбираем уже по своим путям, то есть в своем компьютере. И то же самое проделаем с Clip L, и то же самое проделаем с моделью T5, и также с VAE. Обязательно выберите еще и LoRa, здесь нажимаем по LoRa, и выбираем здесь, например, у меня Ace++ Portrait, то есть у вас там может быть какой-то другой путь, другая папка. Также в этой сборке присутствует вот такая вот группа реактор. Она здесь не обязательно, в принципе, вы ее можете отсюда даже удалить, она нужна только в тех случаях, когда у вас лицо на том изображении, которое вы сюда закидываете, совершенно не похоже по форме на то лицо, которое вы собираетесь на него переносить. Если прям очень нужно на вот это изображение перенести, например, вот это лицо, которое, например, не похоже по форме, то тогда включайте эту группу и, соответственно, вы получите немножко по детализации хуже изображение, потому что реактор, он, как правило, размазывает, скажем, детали на лице, и фотореализм вы потеряете, у вас будет более пластиковое лицо, поэтому эта группа здесь, она по умолчанию выключена. Как установить реактор, я показывать не буду, потому что это долгий процесс, поэтому реактор здесь, по сути дела, не так необходим. На самом деле я им вот в тех изображениях, которые видели в начале, вообще нигде не пользовался. Давайте дальше переходить, смотрим, здесь у нас есть группа, это загрузки модели, я их все вынес в отдельную группу, чтобы не путаться, и все в одном месте здесь загружалось. И схема была более лаконичной, понятной. Соответственно, здесь мы загружаем изображение, на котором мы будем менять лицо. Если на нашем изображении есть несколько людей, а мы хотим поменять только у одного человека лицо, то в этом случае нажимаем правой клавишей мыши, выбираем здесь Open in Mask Editor и вручную выделяем маской лицо. Выделили, нажимаем Save, и после этого вот здесь вот нажимаем True. Здесь есть пометки, обязательно на них посмотрите. Если на изображении несколько лиц, выделите нужное лицо маской, это мы только что вот сделали, и после этого нажмите True. Если нажимаем True, то, соответственно, маска берется вот отсюда, с нашего выделения, то есть то, что мы здесь выделили. Если нам это не нужно, то в этом случае мы отключаем эту маску, и здесь мы выделение можем сбросить, чтобы она просто нас не сбивала с толку. Сбрасываем, нажимаем Save. И уже, соответственно, маска будет выбираться на автомате. То есть вот этими узлами она автоматически выберется. И здесь есть у нас некоторые элементы управления выделения этой маски. Давайте нажмем Q, чтобы просто посмотреть, что в итоге у нас получается. Смотрите, на данный момент у нас генерируется лицо. Давайте посмотрим на скорость работы, сколько это по времени занимает. Смотрите, сэмплер отработал за 19 секунд. Это первая генерация. На карте 4090. Это не очень, конечно же, и быстро, но вот на 3060 я специально попробовал, на 12-гигабайтной видеокарте скорость работы сэмплера составляет 1,5 минуты. Так что если у вас видеокарта послабее, вы можете ориентироваться, что вот в принципе самая слабая видеокарта с 12 гигабайтами, она работает за 1,5 минуты. То есть дольше у вас в принципе на 12 гигабайтах ни на одной карте быть не должно.
Лицо получается вот такое вот, видите, здесь тандемное изображение, слева изображение то, с которого мы переносим лицо, справа, куда мы переносим это лицо, и в итоге у нас конечное изображение выглядит вот так вот. То есть этот участок, который здесь у нас был, он вписывается в конечное изображение, и получается, в принципе, качественная картинка. Давайте теперь посмотрим дальше, посмотрим, что у нас здесь есть. Вот этот вот узел, в котором у нас выбирается маска, здесь у нас есть вот такой параметр, который называется Detail Delete. И здесь есть небольшая пометка, которая гласит, что необходимо вот этот параметр подбирать. Смотрите, он сейчас у нас установлен на 60. И в итоге у нас маска вот такая вот. Это у нас маска, наложенная на изображение. Вот так-то она выглядит. То есть это не точная маска, да, она лишняя, как бы здесь намного больше выбрана, чем нам необходимо. Если мы здесь поставим, например, 6, то у нас будет маска прям ровненько проходить по лицу. Но я это сделал специально, то есть 60 специально завысил, чтобы получить более хороший результат. Вы можете поэкспериментировать и вот различные здесь параметры подбирать, потому что от размера этой маски зависит и результат, сильно очень зависит. Также обратите внимание, здесь некоторые узлы, они выделены вот таким вот ярко-синим цветом. Здесь вот этот узел я выделил для чего? Потому что здесь есть отступы. Здесь мы можем задать отступы сверху, снизу, слева и справа по кропу этого изображения. Смотрите, у нас лицо вот это, которое здесь, оно определяется, и оно кропится вот таким вот квадратом. И по умолчанию оно кропится прямо вот так вот вровень по вот этой маске, которую нашел вот этот вот узел. И если мы оставим именно так, без отступов, то контекста будет для модели очень мало, и у вас ничего хорошего не получится. Поэтому здесь есть вот такие отступы по 30 пикселей. И, возможно, в некоторых случаях эти отступы нужно увеличить, чтобы увеличить контекст, и модель сработала лучше. А вот 30 – это такое универсальное значение, но можете поэкспериментировать. В некоторых случаях нужно чуть поменьше, в некоторых случаях нужно чуть побольше. Следующий узел – это Mask Grow. Здесь у нас есть наращивание маски, то есть у нас в итоге получилась маска, и мы ее еще можем нарастить дополнительно вовне. Соответственно, если мы здесь поставим 6 пикселей, то у нас маска по периметру увеличивается на 6 пикселей, то есть она становится больше. А блур я вам не советую применять, он к хорошим результатам не приводит, а в принципе лучше не станет от этого. Но также есть возможность и разблюрить края этой маски. А вот параметр Grow действительно бывает полезен, если у вас форма лица на исходном изображении и на референсном изображении плохо похожа. Это может немножко нивелировать вот эту вот непохожесть, то есть увеличив просто маску и дать модели больше возможностей для построения нужного лица вот в этом изображении. Следующая группа у нас это загрузка референсного изображения. Здесь у нас референсное изображение также подрезается, кропится, и здесь тоже задаются параметры отступов. Смотрите, здесь тот же самый узел, 60 пикселей, а слева, справа, сверху и снизу задается. Опять же, вы можете эти параметры немножко поменять, если у вас что-то не получается. Но вот я сколько пробовал, там различных лиц, вот 60 пикселей вполне нормально себя показывает. Но этот узел опять же выделен синим таким цветом, то есть он требует вашего внимания, если у вас что-то не получается. Далее этот кропнутый участок референсного изображения с лицом у нас подается в Resize. То есть здесь мы меняем размер изображения, и у нас примерно где-то ориентировочное изображение становится 768 на 768. Смотрите, вы здесь можете поставить и больше, и меньше, но вот 1024, казалось бы, это более правильный размер изображения для модели Flux, но нет. Вот 1024 хуже себя показывает, чем 768. 768 я пришел к выводу, что он все-таки дает более лучший результат, но опять же вы можете здесь поэкспериментировать. То есть это размер вот этого изображения, соответственно, вот это вот кропнутое изображение в итоге оно тоже будет приводиться к этому размеру 768 на 768. Ориентировочно. Почему? Потому что здесь стоит метод Keep Proportion, то есть сохраняются пропорции изображения, чтобы лицо просто не деформировалось. Если этот параметр здесь не оставить, то у нас будет деформация лица, и вообще ничего похожего точно не получится. Давайте опустимся еще немножко ниже. Здесь у нас есть подсказки. Здесь мы берем подсказку с первого изображения, с второго изображения, и с помощью модели Florence 2 делаем такую расширенную подсказку. Она вот здесь у нас отображается, то есть мы можем ее прочитать по первому изображению, по второму изображению. Далее мы пишем вот такой вот промпт. Это у нас, значит, два изображения. Слева у нас изображение с лицом, и дальше мы вставляем вот такую конструкцию, которую мы потом уже в текст Replace будем подменять
вот этими промптами, то есть вот отсюда. Это у нас такая специальная заготовка получается, которую мы вставляем вместо вот этой вот записи. И то же самое делаем и вот с этой записью. То есть мы отсюда переносим уже вот сюда вот этот большой промпт. И у нас такой получается на выходе комбинированный большой промпт, который делается на автомате, и он универсальный. По поводу подсказки. От подсказки сильно зависит результат. Если вы подсказку напишете какую-то некорректную, то результат у вас будет хуже, чем с более корректной, более правильной подсказкой. Если у вас есть идея для того, чтобы написать более корректную подсказку, чем вот здесь, то, пожалуйста, попробуйте. Возможно, у вас получится еще более хороший результат. Поделитесь тогда информацией, будет очень интересно. Далее переходим вот к этой вот группе. В этой группе мы просто комбинируем изображение. То есть у нас есть вот это изображение, которое мы вот отсюда получили, и вот это изображение. Мы их должны скомбинировать в одно единое изображение, на котором будет и то лицо, и вот это лицо. И в итоге мы это делаем с помощью вот такого вот всего лишь одного узла. Вот этот вот узел, он просто показывает, как накладывается маска на исходное изображение. Если у нас там будет что-то совсем некорректное, то мы это здесь вот как раз на этом изображении увидим. В принципе, этот узел не нужен. Вот здесь мы видим как раз таки комбинированное изображение, а здесь мы видим комбинированные маски. То есть здесь у нас просто пустая маска, а здесь у нас маска та, которая как раз таки будет содержать изменения. То есть мы вот здесь вот будем менять лицо, соответственно здесь у нас белая маска, говорящая о том, что в InPaint мы будем заменять только вот эти вот участки, которые здесь отображены. Если участок серый, то он будет меняться слабенько. Если он прям чисто белый, то он будет достаточно сильно меняться, то есть по максимуму денойза, который мы установим в сэмплере вот здесь вот. И на выходе мы из этой группы имеем два вот таких вот изображения. Это то, что как раз таки необходимо для работы вот этой технологии ACE++. Если вы будете использовать какие-то там другие схемы для переноса объектов, то там то же самое. Там опять же нужны вот такие два изображения. Это маска тандемная, то есть здесь просто пусто, здесь у нас соответственно маска. И размер маски и размер этих изображений, они одинаковы, чтобы это все нормально работало. И маска правильно накладывалась на необходимое лицо в данном случае. Все, то есть вот эти два изображения мы по факту подаем вот сюда вот в генерацию. И здесь мы непосредственно генерируем лицо на этом изображении по вот этому референсу и с вот этой вот маской. Здесь есть некоторая особенность. Gaussian Scale выставляется вот такой-то высокий, либо 40, либо 50. 30 будет уже плохо, 60 будет тоже плохо. То есть 40, 50 они вот пригодны. То есть можете попробовать 50 поставить, это тоже будет работать. Может быть в некоторых случаях даже чуть получше. Узел InPaint Model Conditioning как раз таки задает InPaint нашей генерации. Если мы просто все это подадим вот сюда в сэмплер, то у нас будет просто генерация. А с помощью такого узла у нас происходит как раз таки непосредственно InPaint. Вот такие вот настройки здесь выбираются. Они на самом деле не очень привычные для модели Flux Fill и вообще для Flux. Обычно у нас выбирается просто Euler и выбирается здесь либо Normal, либо выбирается Simple. Но в данном случае нужно выбрать именно LRA. Только с LRA у вас будет хороший результат получаться. Количество шагов должно быть большое. 30 шагов не пойдет, 40 даже тоже не пойдет. Будет детализация на самом деле очень слабая. И помимо детализации еще и похожесть лиц тоже будет очень слабая. Поэтому 60, а может быть даже 100 шагов будет пригодно. Вы не пугайтесь, что так много шагов, потому что я уже представляю, вы подумали, что на флаксе 100 шагов это вообще просто космос для многих видеокарт. Но на самом деле здесь же используется еще у нас T-Cache. T-Cache он здорово ускоряет. Вот именно такие генерации, где очень много шагов, они очень здорово ускоряются. Чем больше у вас шагов, тем больше скорость в итоге получается. То есть 0.4 это серьезный параметр, он еще очень здорово ускорит вам генерацию, и даже на 3060, вот 1,5 минуты это примерно генерация такая занимает. Соответственно, 12 гигабайт видеопамяти вам точно должно хватить. По поводу 8 гигабайт я не уверен, я не знаю, я не пробовал. У меня такой просто видеокарты нет. Если у вас есть возможность попробовать на такой видеокарте с 8 гигабайтами видеопамяти, попробуйте, напишите обязательно в комментариях, мне просто будет тоже интересно. И да, другим людям я уже буду из какого-то вашего хотя бы опыта что-то советовать. В итоге после генерации мы здесь получаем вот такое тандемное изображение, и естественно нам из него нужно вырезать вот это вот правое изображение. Вот этот вот узел это и делает, то есть он вырезает правое изображение, оставляет только его. Далее мы это изображение подаем вот сюда вот в последнюю группу, и в этой группе мы как раз таки вот это изображение вписываем в наш исходник, который был. Параметры вписания, они вот здесь передаются из узла вот такого вот, который называется Restore Crop Box. Это аналог Crop and Stitch, то есть это бы узел назывался Stitch,
а тот бы узел, из которого эти параметры передаются, назывался бы crop. Но на самом деле вот эти узлы Layer Utility намного лучше работают, чем узлы Crop and Stitch. И я когда делал апскейлер для видео, я столкнулся с той проблемой, что видеопамяти не хватало на тех узлах. Эти узлы работают лучше, точнее и быстрее. Смотрите, вот такое вот изображение получилось. У вас, наверное, сейчас есть вопросы, будет ли это работать, например, с артами с какими-то. Да, тоже будет. То есть стиль тоже поддерживается. Если у вас изображение вот это будет в определенном стиле, то, соответственно, в этом примерно стиле у вас будет и вписываться это референсное лицо. Давайте я вам сейчас покажу еще один пример, уже с моим лицом. Вот такое вот изображение я сюда закидываю, это Джонни Депп. И вот сюда вот закидываю уже свое лицо. Нажимаем здесь Q просто, я ничего больше менять не буду. Давайте посмотрим, что у нас получится. Смотрите, в итоге получается вот такое вот лицо. Да, не особо хорошо получается, но сейчас мы поправим это и сделаем более правильно. Смотрите, переходим вот сюда вот вверх, и смотрите, вот эта вот маска большая здесь не очень хорошо работает. Давайте поменяем вот это значение, Detail Delete, и выберем его равным 6. И нажмем Q. Теперь у нас маска в итоге вот такая вот более аккуратная получается. И давайте посмотрим, что у нас теперь получится. Вот именно для этого изображения почему-то получается вот с такой более точной маской лучше. Для некоторых других изображений получается с более такой обширной маской лучше. Обязательно вот этот вот параметр тоже меняйте. Давайте я тоже выделю этот узел вот так вот синим цветом, вот таким вот, чтобы вы тоже не забыли его поменять. Даже давайте его оранжевым, наверное, выберу, потому что это более, наверное, важный даже узел. То есть прям вот этот вот оранжевый узел. Обязательно на него обращайте внимание. Вот этот параметр, он очень сильно влияет на то, что вы в итоге получите. В итоге у нас на выходе получается вот такое вот изображение. Да, детализация здесь слабенькая получилась, но опять же можно несколько генераций сделать, и детализация будет немножко получше. А вот здесь вот детализация получилась немножко получше. Опять же, есть супер, вы можете все это проапскейлить, получить прям вообще высокодетализированное изображение на выходе. И также еще детализация, она зависит от качества исходного изображения. Если исходное изображение хорошей детализации имеет, то и итоговое изображение будет тоже иметь хорошую детализацию. Тут имеется в виду, то есть когда у вас кропится лицо, да, то есть видите, здесь у нас в пикселях все, то есть детализация уже слабенькая. Если будет детализация лучше здесь, то и качество конечного изображения, которое вы получите, оно тоже будет лучше. Еще по поводу вот сида, да, то есть у вас от сида к сиду будет, естественно, разные варианты получаться, поэтому сид нужно будет, конечно же, подобрать. То есть у вас, может быть, там из 4 генераций будет одна хорошая, или там из 6 генераций одна хорошая, которая вам понравится. То есть здесь нужно будет несколько генераций сделать, чтобы получить прям хорошее, похожее лицо. На этом, друзья, спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему лайк, напишите какой-нибудь хороший комментарий. И жду вас на своих курсах, если вам это интересно. Также заходите на мой Boosty, там очень много различных видео, различных схем. Вам там точно тоже что-нибудь понравится. И приглашаю вас в большой телеграм-чат, там очень большой комьюнити, очень интересное. Вам там тоже, я думаю, будет комфортно. И также заходите в мой телеграм-канал, там тоже я выкладываю различные новости, чтобы ничего не пропустить. На этом всем хорошего настроения, удачной генерации. Все, всем пока.